Hola, mis cariños. Наконец-то я добралась до своих камер, чтобы записать видео о том, как я прошла интервью в полиции, которое я ждала. Хотела сказать, не прошло и года, хотя прошло больше года. Вот. Но могло бы пройти еще больше, потому что изначально интервью у меня было назначено на май 2025 года. Как сообщили моему юристу, звонить мне начали аж в апреле этого года, но по каким-то причинам не дозвонились. Скорее всего, накладки произошли с изменением моего номера в полиции. Что номер у меня поменялся, хотя я сообщал об этом, но вот что-то пошло не так. По поводу интервью. Я слышала много разных историй и готова была к любому развитию событий. То есть это могло бы быть мог бы быть и 4-часовой допрос, но у меня сложилось все немножко иначе. Процесс вообще у меня был следующий. Мы зашли, получили карточку посетителей, немного подождали, пригласили откатывать пальчики. Вот. Все безумно какие-то улыбчивые, ну не все, не все улыбчивые, но в целом такая атмосфера, что в основном, конечно, люди там улыбались. Я говорю про сотрудников. Девушка, которая снимала у меня отпечатки пальцев, вообще была сама милота. Сняли у меня отпечатки пальцев, пригласили на интервью. На интервью со мной была адвокат из нашей организации и переводчик по телефону. Очень хотелось бы добавить драматизма в мою историю, но сложным оказалось всего две вещи. Первое – это переводчик армянин, который был с достаточно сильным акцентом, и мне пришлось даже, когда он говорил по-русски, его разбирать, что он говорит. Плюс еще громкая связь, качество не очень, и вот это была первая сложность. И вторая сложность, мне пришлось ему объяснять, кто такие трансперсоны, потому что он совершенно, как я поняла, был не в теме, и чтобы он правильно донес информацию до сотрудника полиции, пришлось мне ему это все объяснять, но он был очень корректный, он был очень вежливый и, собственно, все перевел, как я поняла, достаточно четко и донес информацию. На самом интервью у меня спросили стандартную информацию: фамилия, имя, отчество, с кем я жила в России, где я жила, как добралась, с кем я общаюсь сейчас из России. Было легко. Вот. И как мне сказал один человек, что теперь у тебя больше прав и свобод. На что я ответила, что прав и свобод у меня стало больше в тот день, когда я пересекла границу с Европой год назад. Вот. Вот такая коротенькая история. Hasta pronto, chicos. Увидимся.